Всем привет! Вы на моем рукодельном канале, где всегда можно найти интересные идеи для творчества. С вами Любовь. Предлагаю провести время приятно и с пользой. Сегодня покажу, как сшить уютные домашние тапочки из джинсовых обрезков. Главный секрет внутри – ортопедическая стелька, чтобы было не только красиво, но и максимально комфортно. Садитесь поудобнее, будем начинать. Основу для комфорта купила в магазине «Аврора». Обычные бюджетные ортопедические стельки. Размерный ряд в них от 40 до 45 размера. Я оставлю 43 размер, все остальное срежу. Мои дежурные стельки, я их всегда использую для пошива тапок. Если будете шить с обычной стелькой, используйте свою. Начну с построения выкройки. Тапочки шью для мужа. У него 42 размер. Я возьму с запасом. Длина стельки 28 сантиметров. Откладываю эту длину на листе бумаги. Вниз откладываю 12 сантиметров и построю прямоугольник. С правой стороны отмечу 15 сантиметров. Это глубина тапка. Сразу размечу сетку для построения. Каждую половинку делю на 3 одинаковые части и провожу вспомогательные линии. Если подъем большой, нужно добавить 1 см для объема. На первой линии откладываю от нижнего края 5 см, от второй 3 см, от третьей 1,5 см. От четвертой 0,5 см. Все точки соединяю плавной линией. Нижний край тапок готов. Теперь от верха откладываю на первой линии 8,5 см, на второй 7,5 см. Оставшийся отрезок делю пополам. Опускаю вниз вспомогательную линию и откладываю 5,5 см. Осталось соединить все точки плавной линией. По краям должны быть прямые углы. Я построила выкройку с запасом 1 см. Ткань у меня джинсовая, она не тянется. Лишнее всегда можно срезать. Сразу сделаю шаблон для подошвы. Обвожу стельки в зеркальном отражении. Намечу левый и правый. Выкройка готова за пару минут. Ее можно сделать вместе со мной или самостоятельно. Чертеж для построения оставлю. Для верха тапок собрала остатки джинсов. Боковые швы. Их я уже распорола и проутюжила. Обязательно найду место джинсовым карманам. Это добавит тапкам особого шарма. Внутри будет подкладка из мужской рубашки. Чтобы тапочки держали форму и были мягкими, использую слимтекс. У него небольшой объем, но он со своей задачей справляется хорошо. Распорола карманы. Материала для творчества получилось много. Вот из них и буду собирать верх тапок. Заготовки собраны. С одной стороны я оставила просто джинсовую ткань. А вот в нижнюю часть сделала из тех самых фактурных обрезков. Чтобы добавить тапкам характера, я проложила несколько декоративных строчек. И финальный штрих – небольшая нашивка. Заготовку сразу соединю с подкладкой. Между ними добавлю слимтекс. Закреплю вместе все слои булавками. Нитки взяла в тон ткани. Прокладываю обычные строчки рядом с декоративными, чтобы не сильно бросались в глаза. На джинсовой ткани использую усиленную трикотажную строчку. Такую же строчку я использовала для декора внешней стороны. В завершении пройду по разметке зигзагом. Это соединит все слои вместе и заодно обработаю срезы. Думаю, вы заметили, что я сразу не вырезала детали каждого слоя, а использовала заготовки подходящего размера. Для ориентира была разметка только на основной лоскутной заготовке. И теперь вырежу готовые детали.
Если у вас нет времени возиться с лоскутами, просто возьмите любой подходящий материал. Верх тапок готов. На этом этапе подкорректирую размер. Помните, на выкройке был лишний сантиметр. Припуски на основной детали я не добавляла. Длина стельки у меня 68 сантиметров. Длина верхней детали 70 сантиметров. Ничего отрезать не буду, просто соединю края заготовки. Закрепила обычной прямой строчкой. Припуски укоротила до 2 мм. Проутюжила их и закрою стык джинсовой полоской. Полоску закрепила с двух сторон прямой строчкой у самого края. Лишнее срежу. Изначально обрабатывать срезы планировала вот этой тканью. Сейчас вижу, получается скучновато. Поэтому возьму косую бейку из ткани в клетку. Ее ширина 3 сантиметра. Косую бейку всегда начинаю пришивать с изнаночной стороны. От края отступила 0,5 сантиметра. Игла для джинса номер 100. Нитки обычные, полиэстер. Края бейки соединила, обогнула срезы и закреплю край с лицевой стороны. Если на вашей машине есть рукавная платформа, обязательно используйте ее, так шить намного удобнее. Если не любите пришивать окантовку, можно обойтись и без нее. Соедините подкладку с основной деталью по контуру, выверните ее на лицевую сторону и закрепите край строчкой, чтобы подкладка не выглядывала наружу. Дальше подошва. Для основы возьму плотную джинсовую ткань. Остатки от пошива пледов буду использовать как уплотнитель. Количество слоев можно делать любое. Это зависит от толщины ткани и возможностей вашей машинки. Сверху кладу хлопчатобумажную ткань. Закреплю в нескольких местах булавками. Задам направление для стежки. Первый шов по разметке. Все остальные параллельно первому на ширину лапки. Игла для джинса. Длина стежка 3 мм. Подошву я всегда стягаю в двух направлениях. Она получается плотная и прочная, служит долго. После стежки обязательно влажно-тепловая обработка. Этот этап не пропускаю никогда. Ткани уплотняются, строчки становятся на свои места. Заготовка принимает свой окончательный вид. Постоянные зрители моего канала знают, что я всегда делаю подобные заготовки для подошвы. Они проверены временем и вполне меня устраивают. Вы можете сделать подошву из материала, который вам подходит больше. По разметке проложу строчку зигзаг. Высота 4 мм, длина 1 мм. Лишнюю ткань срежу у самого края зигзага. Это и будут припуски на швы. Резать буду с изнаночной стороны, чтобы не повредить край зигзага. Здесь строчку видно лучше. Обязательно проверяю, чтобы размер деталей совпадал. Чтобы ногам было максимально комфортно, сделаю чехол для ортопедической стельки. Высота у нее разная. Сзади 2 см, впереди 0,5 см. Обвела шаблон на ткани и теперь добавлю припуски с учетом высоты. Сзади это будет 1,5 см. Впереди 0,7 см будет вполне достаточно. Вырезала сначала из одной ткани, затем продублировала на другой. Получились 2 пары одинаковых заготовок. Из слимтекса вырежу еще 2 заготовки без припуска на швы. Я их пришью на верхнюю часть чехла. Это придаст мягкости. Закреплю по краю прерывистым зигзагом. Это надежнее, чем использовать обычный зигзаг. Параллельные линии, проложенные по заготовке, соединят слои и придадут ей объем. И вишенка на торте. Нашивка в области пятки. Этот этап можно пропустить или заменить накладкой из ткани. Вторую часть чехла проклеила флизелином, сделала разметку по центру и с двух сторон проложу зигзаг довольно плотно. Высоту сделаю 2 мм.
как петля на пуговицу, только большого размера. Верхняя сторона и нижняя сторона. Распарывателем сделаю техническое отверстие для выворачивания. При раскрое не учла направление долевой нити. Ткань тонкая, и несмотря на то, что я ее укрепила, край все равно растянулся. Переделывать не буду, ну а вы учтите мою ошибку. Стачала прямой строчкой, край сразу обработала зигзагом. Припуски оставлю минимальные, все лишнее срежу. Техническое отверстие проклеила еще раз. Разрежу ножницами и выверну чехол на лицевую сторону. Выправлю хорошо швы, чтобы было все аккуратно. Осталось вставить стельку внутрь. Начну с пятки, она толще. Потом передняя часть, она более эластичная и податливая. Стелька отлично заняла свое место. Оставшиеся отверстия я зашью. Зашивала большими стежками прямо через край. Шить чехол не обязательно. Стельки обычно идут с покрытием. Можно вставить просто какие есть. Все детали готовы и можно приступать к сборке. Соединила все контрольные точки на деталях. Зафиксировала зажимами. Впереди образовался небольшой излишек ткани. При стачивании я его присоберу. Это даст необходимый объем, чтобы пальцем было внутри свободно. В таких изделиях обычно использую наметку. Это гарантия того, что под лапкой ничего не сдвинется, форма останется правильной и все получится с первого раза. Постоянные зрители моего канала уже знают, что для стачивания деталей я использую узкую лапку для втачивания молнии. Это очень удобно. Рекомендую. Результат всегда идеальный. Все припуски получаются одинакового размера. Но если все же деталь съехала, ничего страшного. Всегда можно исправить, проложив строчку со стороны подошвы. Несмотря на то, что все срезы уже обработаны, я дополнительно соединю их вместе с зигзагом. Эти швы спрячутся внутри тапка, и важно, чтобы они были плоскими и надежными. И вот он, самый долгожданный момент. Выворачиваю тапочки на лицевую сторону. Все швы расправляю. А теперь финальный штрих. Вставляю внутрь подготовленную стельку. Она прекрасно садится на свое место. Можно сделать обычную стельку или меховую, в зависимости от сезона. И по традиции покажу результат на ноге. Да, на мой 37-й великоваты. А теперь фотоотчет. Наконец-то тапочки примерил муж. Они отлично сели на мужскую ногу. Он носит 42 размер. Я сделала с запасом на 43 и не прогадала. Тапочки получились плотными, надежными, но при этом мягкие внутри. Здесь каждая деталь продумана для комфорта. И теперь я могу сказать с уверенностью: проект завершен и результат мне нравится. А главное, нравится моему мужу. Спасибо, что провели это время со мной. Если вам понравилась идея джинсовой переделки, пишите в комментариях. Я их все вижу, читаю и по возможности отвечаю. А я на этом с вами прощаюсь. До новых рукодельных встреч!